Добрый день, друзья! Пока я жду цветения фаленопсисов, которые находятся и позади меня, и напротив меня на полках, пока они выпускают цветоносы, зацветают, но совсем немного. Для них это рано. Чаще всего все фаленопсисы цветут ближе к январю. А сейчас они выпускают цветоносы, формируют бутончики. Но в это время у меня цветут другие орхидеи. Их может быть не так много, но цветением они меня тоже радуют. Например, мельтониопсис. В этом году цветет третий раз. Летнее цветение обычно более бледное, а сейчас такие яркие расцветки. Но эта орхидея еще не распустила все цветы. Даже есть, ой, где же они тут у меня, еще два бутончика. Я все эти орхидеи когда-то показывала. Были их пересадки. И, например, была пересадка двух анцидиумов. Один растет очень активно и цветет, другой растет медленнее и не так активно цветет. Но анцидиум только начинает распускать свои цветы. Желтые листья на таких орхидеях не означают, что у них есть какая-то болезнь. Да, вот эти пятнышки на листиках, во-первых, их покусали коты. Во-вторых, да, когда у нас очень жарко летом, бывают какие-то заболевания. Но цветы все опрысканы фунгицидом, поэтому молодые росты, сейчас вам покажу, здесь есть молодой рост. Вот внизу есть молодой рост. Он здоровый. Но и у анцидиумов, и у мельтониопсисов старые листья на бульбах всегда засыхают примерно через год, через два и отпадают. И остаются одни бульбы без листьев. Так что это может быть и естественный процесс. Кстати, на мельтониопсисе старая бульба тоже начала сушить лист. Изигопеталум, конечно, красавец. Я его недавно вам показывала. И второй цветонос тоже начал распускаться. Но первый цветонос начал сбрасывать цветы. Цветет недолго, не больше месяца, но зато очень регулярно и всегда на 2, а даже было цветение из одной бульбы на 3 цветоноса. Огромная котлея. Давно вам не показывала свои котлеи. Она очень старая. Ей примерно 5 лет. Вы не представляете, какое я чувствую аромат от этих цветов. Причем от всех. Пахнет и изигопеталум, и анцидиум, и мельтониопсис, но ярче запах, конечно, у котлеи. Настолько старый, что вот эти очень взрослые листья, как и у всех,
бульбовых они живут какое-то время, а потом засыхают и отдают все свои питательные вещества новым ростам. А новые росты тоже есть. Сейчас покажу. Как только котлея отцветет, но это будет не раньше Нового года, у нее наступит период покоя, она даже не будет доращивать вот эти ростики молодые, я обязательно рассажу ее. Я сажала один куст, а такое сейчас впечатление, что она растет в 3, а то и в 4 разные стороны. То есть каким-то образом куст превратился в 3-4 куста. Почти в 4. Так что я их разделю. Один куст уже обещала подарить своей подруге. И, может быть, посажу себе пару кустиков. Ну, посмотрим, как он будет делиться, Вернее, я посмотрю, потому что показывать пересадку такой орхидеи – это крайне сложно. И цветут еще 3 дендрофаленопсиса. Но этот цветет часто, и я вам его очень часто показываю. А вот это 2 новых. Но этот настолько цветет часто, что не успевает закончить одно цветение, как на новой бульбе появляется еще один цветонос. Вот такой красивый цветонос и такие красивые цветы. И вот еще один дендрофаленопсис. О нем хочу сказать, ну, не более подробно, а хочу вам напомнить, что этот дендрофаленопсис был отсажен от материнского растения. Причем бульбы на материнском растении выросли не от корня, а на самих псевдобульбах. Новые росты выросли из-под листа. То есть она не зацвела, а дала новые росты. Когда появились корни на этих ростах, я их отделила и посадила. И эту пересадку я вам показывала. Ссылку на это видео оставлю в правом верхнем углу экрана. И в тот момент мы думали, когда же зацветет, какой цвет у этой орхидеи. Вот теперь понятно, что она желтая с фиолетовым оттенком. Да, она не сразу зацвела, потому что сажала я по одной бульбочке. Каждая из этих бульб нарастила еще по одной бульбе, и более взрослая, более высокая зацвела. Я думаю, что та, которая поменьше, отросток, который был поменьше, он выпустит еще одну большую бульбу, и тогда тоже зацветет. И в это время цветут не только бульбовые орхидеи. У меня еще цветут и хои. Сделаем обязательно фотографию. 2 мультифлоры сейчас меня радуют своим цветением. Так что цветение не заканчивается. Оно все время переходит от одних орхидей к другим. После бульбовых орхидей будут зацветать фаленопсисы, а у бульбовых орхидей наступит в это время период покоя. Как я заметила, период покоя у этих орхидей в моих условиях наступает в январе-феврале. А в конце или середине марта они опять просыпаются, и начинается активный рост. Так что природа действует только по своим законам, как бы нам не хотелось все это изменить. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.
Скучно без Семки. А вот и я. Фух, скорее, прорвался. Я прорвался. Я тебе прорвусь. Так, все. Молодец, не мешал сегодня мама. Ну как это не мешал? Мешал, ну в другой комнате. Да. Все. Сема, покажись. Все. Все, и успокойся. Все, лежать. Так что ж лежать, скорее, столько ждал. Столько ждал. Все, не надо. Сема, подожди. Семочка, сейчас унесут все орхидеи. Иди ко мне. И ты можешь лечь на своем любимом месте. Вот это скажи, сколько ж нужно было потратить нервов за дверью, мяукая. Скажи, а ты тут сидел, не мешал? Мешал? Да нет, не мешал. Не мешал. Совсем не мешал. Убрали орхидеи, появилось место. Появилось место для Семочки. Свободу попугаем. Семка. Ух ты же, как я ждал этого момента, чтоб меня наконец пустили. Ну и ладно, что орхидеи уже унесли, я лучше. Это твой стол, да? Твой? Твой и цветов. Больше ничей. Иди покушай. Фотографировала только в группу и, соответственно, Лаки, ты вместо Сёмы? Нет? Лакусь? Нет. Вот это подарок судьбы.